Всем привет! Начинается мое новое путешествие небольшое. И в этом видео вы увидите замок Ксёндж в Польше. Вообще-то изначально я летела из Израиля проведать маму, но на обратном пути я решила заскочить к моим друзьям в Польшу. И путь мой лежит через Грузию, Кутаиси. Сейчас у меня временная остановка в аэропорту Кутаиси, и я пойду искать дальше. Нашла более-менее тихий и спокойный угол и начинаю обустраивать свое гнездо. Надо сказать, что опыт ночевок в аэропорту у меня имеется. Даже как-то ночевала на автостанции в Лос-Анджелесе, но это уже другая история, которую скажу потом. А пока что всем спокойной ночи. На утро пошла осматривать аэропорт. Вот такой он светлый и уютный. Мне понравился. Зона для валяния людей тюленей. Ну и по совместительству лестница. И вообще ощущение, что такая большая кафешка, а не аэропорт. Когда я читала отзывы про аэропорт, писалось, что тут есть даже какие-то матрасы, на которых можно поспать. Матрасов я не увидела. В итоге ночевала я вот в том закутке, но там, по крайней мере, было, так, не светло, притушенный свет. О, отлично, можно подышать воздухом. Совершенно великолепный балкон и очень хорошая идея, мне нравится. Кто бы подумал, что я тут даже горы посмотрю. И тем не менее, горы со снегом. Ну вот уже в полете. Приближаемся к Вроцлаву и скоро посадка. За окном прекрасная весна, такая вот, которая только-только началась, с прозрачной зеленой дымкой. Я прилетела на выходные, да еще и под Пасху, и в Вроцлаве были толпы людей, поэтому друзья решили отвезти меня в другое место, в замок Ксёндж. Я ничего о нем не знала, поэтому меня ждал большой приятный сюрприз. Замок Ксёндж находится рядом с городом Валпшихом, примерно в 70 километрах от Вроцлава. И по-немецки замок называется Фюрстенштайн. Ксёндж – это третий по величине замок в Польше, после Мальборка и Вавеля. Я так соскучилась по такой ранней весне, что радостно кинулась снимать всякие почки-цветочки. Извините меня, пожалуйста, за эту слабость. Ксёндж – это целый комплекс, который занимает 26 гектаров. Прежде всего, это парк, садовые террасы вокруг замка и, конечно, само здание замка с его 400 комнатами. Немного истории. Замок основал в XIII веке князь Болеслав I Суровый. Ну а само название Ксёндж переводится как «князь», что весьма логично для княжеской резиденции. Вон он уже как раз виден вдалеке, и мы туда держим путь. Замок строился как крепость для защиты торговых путей между Силезией и Чехией. В те времена его называли «ключ к Силезии». Ну а я иду и просто балдею от весенних аллей парка. Не могу остановиться, все снимаю. А до замка уже и рукой подать. С XIV века замок переходил из рук в руки от чешских королей до гуситов. А с 1509 года аж до Второй мировой войны им владела влиятельная семья Хохбергов. Именно они превратили средневековую крепость в роскошную резиденцию. Гуляя по территории, вы можете увидеть смесь стилей от готики до барокко. Замок много раз перестраивался. В XVII веке его восстанавливали после 30-летней войны. В XVIII веке добавили барочные элементы.
а в начале 20 века еще 2 крыла и башни. Ну вот мы уже и на территории замка. Сейчас буду ее осматривать и по ходу расскажу ряд интересных и необычных и даже таинственных историй, которые с ним связаны. Например, представляете, в 17 веке речка у замка была золотоносной. Говорят, граф Хофберг даже носил браслеты из намытого здесь золота. Ну, прям какая-то фантастика. А еще есть история про принцессу Дейзи, англичанку, которая была звездой замка в начале 20 века. Она вышла замуж в 18 лет, занималась благотворительностью и принимала в замке всю европейскую аристократию. У нее было удивительное жемчужинное ожерелье длиной аж 7 метров. Я слабо себе представляю вообще даже, сколько оно весить могло. Говорят, это было самое длинное ожерелье в мире. Принцессу Дейзи называли одной из самых красивых и влиятельных женщин своего времени. Но при этом жизнь ее сложилась тяжело. Потом был развод, а дальше конфискация имущества нацистами. Принцесса умерла в 1943 году в небольшом домике в Албжихе и была тайно захоронена вместе с тем самым ожерельем. И никто точно не знает до сих пор, где именно она захоронена. Периодически я с опаской посматривала в небо, потому что облака были весьма-весьма драматичные и предвещали весьма сильный дождь. Но, к счастью, погода была к нам милостлива, и дождь хоть и покрапал, но совсем чуть-чуть, и прятаться от него не пришлось, и не пришлось прерывать прогулку. Да-да, как вы видите, я ни разу не преувеличивала по поводу облаков. На фото они выходили великолепно. Сейчас подойду ко входу в замок, но в сам замок мы решили не ходить, потому что были ограничены во времени и хотели больше погулять по садам. А еще с замком связаны и военные тайны. Вот здесь начинается самое интересное. Во время Второй мировой нацисты планировали сделать Ксёнш одной из резиденций Гитлера. Под замком они вырыли 2 подземных этажа на глубине 15 и 53 метра и систему тоннелей настолько больших, что там могли проезжать грузовики. Эти подземелья – часть загадочного проекта Риза, то есть гигант. Работали там заключенные концлагеря Гросс-Розен. Так, на секунду прерву свой рассказ про тайны замка, потому что углядела кое-что интересное в кладке стены. Вот загадочная линия диагональная. Видимо, к стене был пристроен какой-то домик, не знаю, башенка, и потом разрушен. Только так я могу объяснить, что это линия крыши. Ну, а тем временем я спустилась на те самые садовые террасы. И сейчас буду наслаждаться роскошными узорами цветочных клумб, которые под стать просто версальским. А по дороге к клумбам вернусь к рассказу про военные тайны. Для чего же все-таки нацистам нужны были эти подземелья? Есть разные версии, от ставки Гитлера до секретных лабораторий или оружейного завода. А еще ходит и другая легенда. Легенда о золотом поезде. Говорят, что в конце войны из соседнего города отправился бронепоезд с секретным грузом, но в Албших так и не прибыл, и что его якобы спрятали где-то в этих туннелях. Считалось, что поезд вез сокровища, оружие, секретные документы.
Кто-то даже считает, что в одном из вагонов была та самая пропавшая янтарная комната. В 2015 году два исследователя даже пытались найти этот поезд, но безуспешно. Загадка этого золотого поезда, куча сокровищ и пропавшей янтарной комнаты до сих пор волнует многих людей. А часть подземелий, кстати, открыта и для посещения туристов. А я тем временем верчу головой в разные стороны и наслаждаюсь видами на сад, фонтанами, скульптурами, выверенными формами геометрическими. Смотрите, какая красота! Это же просто, не знаю, какая-то картинка, теперешними мерками аишная картинка. Так все идеально просчитано и вычерчено. Тут я делюсь своими восторгами, но, конечно, забыла включить микрофон, и запись осталась без звука. А еще со стены замка через ущелье видны романтические руины типа старого замка Ксёндж. Почему типа? А их специально построили в XVIII веке для красоты, как было модно в эпоху романтизма. Но, к сожалению, видеокамера не смогла захватить слишком мелкое для глаза. Но так вот, да, видны. Прекрасные те самые клумбы, о которых я всегда мечтаю. И, конечно, меня сразили эти сады. Действительно ярусные. Сначала спуститься, потом вот чуть-чуть опять подняться. Вековые деревья с великолепными кронами, сейчас вот только-только зеленеющими и древними корнями. Ну и сам замок, как из сказки или мультика. Впрочем, думаю, пора мне сделать небольшой перерыв в болтовне и просто дать насладиться всеми этими картинками. Очень люблю сады-лабиринты. В Австрии походила в настоящем саду-лабиринте, но здесь тоже приятно походить между кустами. Увидела вот эту башню и замерла просто, как она красиво оплетена зеленью. Решила к ней потом еще вернуться специально и рассмотреть повнимательнее. Сейчас в Ксёндже идет постепенная реставрация. Она началась только, увы, в 80-х годах и до сих пор не завершена. После войны замок сильно пострадал. Нацисты разграбили интерьеры, ну а потом тут размещались советские войска и польские конторы. На сегодняшний день в замке можно посетить несколько залов, включая бальный зал с хрустальными зеркалами и мраморными полами. Ну и также, как я уже сказала, с 2018 года открыты и подземелья. Можно пройти 1,5 километра по тоннелям и увидеть огромный бетонный зал. А я тем временем дошла до края сада. За угол замка пройти нельзя, и отсюда надо разворачиваться и идти обратно и подниматься той же лестницей, что мы спускались. Сейчас замок работает круглый год,
Здесь проходят различные фестивали, такие как фестиваль света зимой, летом фестиваль цветов, который собирает до 100 тысяч посетителей. И добраться сюда относительно несложно. От Вроцлава час на машине или на поезде до Валпшиха, а оттуда автобус ходит до замка. И если будете в этих краях, определенно стоит заехать. Даже просто прогулка по парку и саду оставляет очень сильное и классное впечатление. А я вернулась к этой замечательной, просто открыточной башне, оплетенной зеленью. Мне особенно понравились и стволы, корни, которые переплетаются и создают текстуру и фактуру, проглядывающую сквозь зелень. Ну реально сказочная или мультик. Ну вот, панорама заключительная. Внутренне прощаюсь с замком. Очень была рада побывать в этом месте. И большое спасибо моим друзьям. Красота этого места расслабляет и умиротворяет душу и радует очень. Ну, а здесь мы едем уже обратно. И по дороге я вижу в окно заброшенный дом-замок. И друзья сказали, что, оказывается, он продается. Я тяжело вздохнула. Конечно, моя голубая мечта быть замковладелицей. Ну и мы поехали дальше. Что ж, дорогие мои друзья-зрители, спасибо большое, что посмотрели и побывали со мной в этом путешествии. Буду с вами прощаться. Пока!